В бескрайних просторах космоса, где звезды танцуют под ритм вечности, скрывается величайшая загадка — природа самой реальности. Отправляйтесь в путешествие за пределы обычного восприятия, чтобы разгадать тайны Вселенной и исследовать саму ткань бытия. Приготовьтесь к изумлению, ведь мы погружаемся в квантовые сферы, где частицы не поддаются логике, а пространство подчиняется воле невидимых сил. Добро пожаловать за гранью иллюзий, где границы между наукой и духовностью стираются, а поиски истины не знают границ. Человечество всегда стремилось понять свое место во Вселенной. Я бы хотел приоткрыть завесу и пролить свет через призму своего восприятия. Представьте себе Вселенную как огромную голографическую проекцию, где каждая частица, каждая звезда и каждая галактика как пиксель на космическом изображении, как голограмма кажется цельной и трехмерной, так и наша материальная реальность создает иллюзию цельности и отделенности. Теперь давайте проведем аналогию еще дальше. Рассмотрим голограмму легендарного Майкла Джексона, выступающего на сцене. Когда вы смотрите на голографическое изображение, вас завораживают реалистичные движения, энергия и присутствие короля поп-музыки. Однако, если бы вы протянули руку и прикоснулись к голограмме, то не встретили бы ничего, кроме пустого воздуха. Точно так же наши физические тела и окружающий нас материальный мир похожи на голографические проекции, создающие иллюзию реальности и индивидуальности. Как голограмма Майкла Джексона состоит из света и пикселей, так и наши тела состоят из атомов и субатомных частиц, которые по большей части представляют собой пустое пространство. Однако, несмотря на эту пустоту, голограмма Майкла Джексона способна вызвать сильные эмоции и воспоминания, перенося нас на его захватывающие выступления. Точно так же и наше физическое существование, хотя в конечном итоге оно не имеет материальной основы, может вызвать глубокие переживания и связи. Так же, как голограмма Майкла Джексона является отображением его сущности и таланта, наши физические тела являются отображением нашего сознания и существования в огромной космической голограмме. В обоих случаях истинная сущность выходит за пределы материальной формы, существуя за пределами иллюзии. Представьте себе, что все пространство пронизано тонкими струнами, по которым движется свет и энергия, создавая магическую симфонию жизни. Эти струны – основа всей нашей реальности, как невидимые нити, сплетающие вместе каждый атом, каждую молекулу, каждое существо. Чтобы чувствовать себя отделенными от источника этой энергии, мы, люди, обладаем 5 органами чувств, через которые мы воспринимаем мир. Наш эгоизм играет главную роль в этом процессе, заставляя нас верить в иллюзию нашей отделенности и уникальности. Однако есть те, кто осмеливается подняться над своим эго и заглянуть за кулисы иллюзии. Эти искатели истины и духовного развития живут среди нас. Их сознание расширено, и они видят мир иначе. Они идут своим духовным путем в поисках истины и гармонии. Для того, чтобы подтолкнуть всех остальных к следованию этому пути прозрения, мы должны заставить наше эго столкнуться с реальностью, чтобы его иллюзия была разрушена. Именно это мы наблюдаем сейчас на протяжении всей истории человечества. Мы стоим на пороге перемен, и наша задача – пробудиться к новой реальности, в
которой мы все связаны между собой и с бесконечным потоком жизни. Это наше время перемен, и от каждого из нас зависит, какую дорогу мы выберем. Именно для этой цели я создаю этот фильм. Давайте вместе преодолеем иллюзию и откроем новые горизонты осознания. Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир квантовой физики, включая теорию струн и суперструн. Но не волнуйтесь, я сам далек от науки и сделаю это, чтобы каждый мог понять. Мы рассмотрим концепции, которые кажутся сложными, но на самом деле очень увлекательными и важными для понимания Вселенной вокруг нас. Давайте представим, что наша Вселенная подобна огромному океану. Теперь даже если мы смотрим на океан снаружи, мы можем увидеть, как ветер создает маленькие волны на поверхности. Такие же колебания и флуктуации происходят и в квантовом мире, где частицы ведут себя подобно волнам на воде, создавая потрясающие явления. А вот теория струн представляет наш мир как ансамбль множества вибрирующих струн, подобно струнам на музыкальном инструменте, и в зависимости от того, как эти струны вибрируют, мы видим разные частицы и законы природы. Представьте, что каждая частица в нашей Вселенной как маленький магнит, и когда они находятся близко друг к другу, возникают силы, которые воздействуют на них. Это подобно тому, как магниты притягивают друг друга. Этот эффект, известный как эффект Казимира, действует даже на самом маленьком уровне и может быть измерен. Суперструны, с другой стороны, расширяют эту идею, предполагая, что частицы не являются точками, а вместо этого имеют размеры и формы, как струны, что может привести к новым взглядам и на фундаментальные вопросы физики. Для любителей фэнтези представьте, что наша Вселенная как мир волшебства, где действуют таинственные силы. Темная энергия, например, подобна силе, которая тянет звезды и галактики друг к другу, создавая удивительные космические спектакли. А теория струн совершенно как магический музыкальный инструмент, играющий гармонию Вселенной. Давайте представим, что у вас есть суперкомпьютер, который может выполнять задачи в 1000 раз быстрее, чем любой другой компьютер. Это возможно благодаря квантовым компьютерам, которые используют принципы квантовой физики для решения сложных задач. Они могут изменить мир в области науки, медицины и технологий. И теория струн открывает перед нами новые горизонты понимания природы, помогая нам разгадать самые глубокие загадки Вселенной. Итак, друзья, мы только нацепили маски квантовой физики и заглянули в удивительный мир, где реальность оказывается намного более захватывающей, чем мы могли себе представить. Надеюсь, что эти примеры и аналогии помогли вам понять сложные концепции легче. Когда человек смотрит на какой-либо предмет, лучи света отражаются от предмета и попадают в глаз. Когда лучи проходят сквозь оптическую систему глазного яблока, они преломляются и создают на задней стенке глазного яблока перевернутое изображение предмета. Здесь изображение превращается в электрические сигналы, которые затем передаются в мозг, где изображение преображается так, что предмет воспринимается в прямом виде. Светочувствительные клетки сетчатки трансформируют изображение в электрические сигналы, которые по зрительному нерву передаются в мозг. Электрические сигналы сливаются в зрительном отделе коры головного мозга, создавая зрительные ощущения. Технология оптоволокна – это чудо инженерии, которая проникла во все уголки нашей повседневной жизни. Без лишних подробностей о том, как она работает, эту информацию легко найти в сети. Главное, что стоит отметить, это то, что ученые смогли создать эту технологию, проведя параллель между законами Вселенной и материальным миром. Оптоволокно – это не просто улучшение связи, это пример того, как мы можем воспользоваться знаниями о природе, чтобы усовершенствовать нашу технологическую реальность. Давайте представим, что наш мозг – это главный сервер, который обрабатывает информацию из всего нашего организма. Наши глаза, подобно оптической системе, передают световые сигналы, которые аналогичны данным.
передаваемым по оптоволокну. Точно так же, как наш зрительный нерв отправляет электрические сигналы в мозг для интерпретации, оптоволокно передает информацию на центральный сервер интернета для обработки и анализа. Оптоволокно – это основа современных коммуникационных сетей, включая интернет и телефонию. Оно способно передавать огромное количество информации с высокой скоростью и эффективностью. Это можно сравнить с миллиардами светочувствительных клеток в наших глазах, способных передавать огромное количество данных в мозг. Теперь давайте подумаем, кто на самом деле включает свет для человека. Может быть, каждый из нас является этим светом? Каждый раз, когда мы используем технологии, основанные на оптоволокне, мы вносим свой вклад в общее освещение информации и связи в нашем мире. Мы становимся частью этой сети, как участники интернета и пользователи сотовой связи. Итак, друзья, пусть эта аналогия поможет нам понять, как наше зрение и технология оптоволокна, создавая связующую нить между нами и миром информации, давайте будем осознанными световодами в этом мире, используя технологии с умом и сознанием их влияния на нашу жизнь. Теория струн и суперструн – это одна из фундаментальных теорий в современной физике, и она действительно предполагает, что все фундаментальные частицы и силы в природе могут быть описаны как колебания маленьких одномерных объектов, подобных струнам. Однако интерпретация этой теории в контексте природы, реальности и человеческого существования – это вопрос философский, который имеет множество точек зрения и толкований. Относительно моего восприятия о том, что человек представляет собой всего лишь биокомпьютер и голограмму с 5 встроенными органами чувств, и что материи не существует, а она является лишь вибрацией энергии, следует отметить следующее. Теория струн и суперструн – это действительно одна из концепций, предполагающих, что все частицы и силы в природе являются проявлением колебаний струн. Однако, это всего лишь одна из моделей, которая пока не получила экспериментального подтверждения, и существуют и другие теории, объясняющие природу микромира. Интерпретация природы реальности. Философские и метафизические вопросы о существовании и природе реальности давно занимают умы ученых, философов и духовных учителей. Мое восприятие в этом контексте – это лишь одна из возможных интерпретаций, и существует множество других точек зрения на этот вопрос. Научный метод. Важно помнить, что научный метод основан на экспериментальном подтверждении и наблюдении. Теории разрабатываются и изменяются на основе новых данных и открытий, и в то время как теория струн и суперструн представляет интересную математическую модель, она пока не получила полного экспериментального подтверждения. Таким образом, мое восприятие имеет право на существование, как и множество других точек зрения. Важно сохранять открытость к различным концепциям и готовность к дальнейшему исследованию и обсуждению. Теперь я затрону тему, в которой даже самые передовые ученые не сделали открытий. В человечестве существует 4 основных элемента энергии – огонь, воздух, вода и земля. Каждый из этих элементов несет в себе определенные свойства и характеристики, хотя мы сейчас говорим не о материальной энергии, а об энергетическом аспекте. Огонь символизирует креативность и идеи, воздух связан с мышлением, вода отвечает за эмоции и чувства, а Земля – за материальный мир. Наша планета Земля состоит преимущественно из воды, около 70%, и Земли – 30%. Аналогичное соотношение встречается и в наших физических телах, где около 65% составляет вода. В течение 14,5 миллиардов лет с момента Большого взрыва наше мироздание изучает взаимодействие этих 4 энергий. Но лишь недавно мы начали осознавать эту динамику в нашей жизни на Земле. Этот эксперимент относительно нов в контексте всей истории Вселенной. Энергия материальной Земли до сих пор плохо изучена, что объясняет ее небольшой процент. Таким образом,
В нашей планете Земля не существует двух абсолютно идентичных объектов. Всегда можно найти некоторые различия. Например, при вытачивании деталей на одном и том же станке CNC или при сборке автомобилей на одном и том же конвейере всегда есть элемент неожиданности. Это связано с природой материального мира, где каждый объект имеет свои уникальные характеристики, подобно снежинкам, ни одна из которых не повторяется. И невозможно найти два идентичных материальных предмета. В общем, человечество – это своего рода лаборатория для проверки различных соединений материальных энергий, в которой теоретические аспекты четырех основных элементов играют ключевую роль. То же самое происходит и с мышлением у людей. В голове каждого человека существуют антенны для каждого из этих четырех элементов энергии. Они принимают сигналы соответствующих элементов и формируют наши мысли и идеи. Эти антенны не являются физическими, поэтому при изучении мозга человека их невозможно обнаружить. Аналогия с технологией сотового телефона помогает лучше понять этот процесс. Так же, как сотовый телефон получает сигналы через антенны для создания связи, так и мышление человека формируется через взаимодействие с четырьмя основными элементами энергии. Подобные уникальные способности могут также проявляться у людей. Например, Ванга из Болгарии абсолютно слепая, но обладающая способностью воспринимать информацию из других измерений или мира, который выходит за рамки нашего физического восприятия. Ее предсказания и видения стали легендарными и поражают умы многих людей. Также существуют люди, способные считывать мысли других людей, подобно Вольфу Мессингу. Эти люди обладают удивительными способностями, позволяющими им взаимодействовать с информацией и энергией за пределами обычного человеческого восприятия. Эти примеры демонстрируют, что человеческий разум и способности выходят за рамки привычного материального мира и могут обладать удивительными возможностями, необъяснимыми с точки зрения научного понимания.